С сегодняшнего дня я решил завести дневник. И хочу рассказать вам о своей новой идее. Месяц назад я был в музее и увидел одну картину армянского художника. На ней был изображен мужчина с удивительно печальными глазами. И этот взгляд мне не дает покоя уже несколько недель. Под картиной было написано «Комитас». Я начал вспоминать, кто такой Комитас, и в памяти возник только поэт Комитас. Позже я узнал, что это великий армянский композитор. И теперь я знаю, чем я буду заниматься в ближайшие несколько месяцев. Но сегодня у меня очень важный день, к которому я давно шел. «Асад» — это уже был серьезный фильм с серьезными артистами. По сути дела, это был первый и, наверное, последний художественный фильм при советской власти, снятый вне государственной монополии. Показать-то хотелось хоть кому-то, поэтому ее стали показывать на каких-то таких закрытых просмотрах, в каких-то домах культуры, куда пускали по спискам, чтобы... И на один из просмотров Женя Жариков привел американцев. После фильма они подошли, сказали, у нас серьезный разговор. Ты хочешь проснуться знаменитым? Я говорю, ну, а кто ж не хочет? Мы предлагаем следующее. Значит, вы нам передаете негатив фильма, мы переправляем его на Запад. Вот картина выйдет на Западе. Вот, а мы открываем, там, а вам откроем счет на ваше имя. Значит, и предлагаем им $50 000 за все права. И вот я всю ночь бродил по Москве, пытался понять, что делать, как мне соглашаться, не соглашаться, как я буду жить. Под утро я понял, что я откажусь. Потому что меня точно бы посадили. На меня бы навешали кучу уголовных статей за эту картину, за украденную пленку, за то, за все. Я совершенно не хотел сидеть в тюрьме. Я хотел снимать следующую картину, которую уже придумал. Не придумал, вернее, а уже загорелся этой идеей. Это вот был фильм «Комитас». Я увидел этот портрет вот этого человека в черной сутане, лысоватого, с безумным взглядом. Я уже жил этой новой затеей, и мне совершенно не хотелось садиться в тюрьму вместо того, чтобы
значит, заниматься комитасом. И так я отказался и не проснулся знаменитым. Есть какая-то тайна и загадка, до которой очень тяжело дойти в его личности, что такое внутреннее, совсем личное. И оно, мне кажется, именно через его музыку, где-то там есть ключ. Через его творчество можно найти ключ его личности. А так он очень своеобразный человек, и я просто его очень полюбил, сказать. Да, как брата родного. Те произведения, которые я слышал, они просто... Вот ты включаешь, да, буквально 1 минута, пока ты вот вольешься в эту музыку, все, мир перестает существовать. Перед тобой сразу какие-то там в воображении появляются вот эти поля просторные, да, наши вот эти горы, все вот это. Раньше что в произведении 100% он писал очень веселые, интересные какие-то, а потом его так сломало, что он перестал вообще что-либо делать. Отважный, сильный человек был. Он не был слабым. Историю Комитаса я тоже не собирался рассказывать буквально. Да? Это тоже был некий кинематографический аналог. Это было ощущение, скорее, от его музыки и от его жизни, чем такой настоящий подлинный байопик. И это потом мне вышло боком, потому что это была такая очень непривычная форма в то время. Тем более, когда речь шла о персонаже, памятники которому стояли на всех площадях, во всех армянских городах, изображение которого висело практически во всех домах. Да, то есть вот такой памятник, к которому все привыкли, и вдруг этот памятник как-то вдруг не просто снимается с пьедестала, а предстает вот в каких-то необычных проявлениях, формах, потому что в фильме предполагались всякие маски, странные персонажи, и даже резня решалась, один из центральных эпизодов картины тоже решалась довольно символически. Мы знаем историю Комитаса, мы знаем, что во время резни он сошел с ума, и последние 20 лет жизни провел в сумасшедшем доме в Париже, куда его отправили друзья. И официальная версия
бытовавшая в то время, да, нам, по-моему, и до сих пор, она заключалась в том, что он так близко принял к сердцу вот эту беду, и то, что люди вокруг гибнут, и то, что действительно реки реально были красные от крови в течение недели. Вот, вырезано же было, как вы знаете, там 2,5 миллиона армян. Просто вырезано, да, и таганами рубили. И он настолько принял близко к сердцу вот этот кошмар, эти народные бедствия, что сошел с ума. Мой комитет, он не был больным в нашей картине. Он просто спрятался в это единственное безопасное место в этом сумасшедшем мире, сумасшедший дом. Ты говорил, что все закончилось еще вчера. А до этого неделю назад. Ну, прости. Ну, ты же знаешь, как для меня это важно. Знаю. Потому и терплю. Смотри, что я достал. Это что-то невероятное. Совсем недавно вышло. И еще. Мне наконец-то выдали копию того самого документа. Представляешь? Оказывается, Комитаса осматривал врач и не нашел, что он сумасшедший. О как! Я знал это с самого начала. Я очень многое понял и без переводчика. Скоро выучу армянский язык. Вот увидишь. А я, кстати, очень волновалась. Да? Да. А почему? Почему? Ну, потому что ты не починил машину. И мы ходим по музеям пешком. Тань, ну это все мелочи жизни. И потом у меня сейчас нет денег. А почему? Ну не начинай, а. Меня сейчас волнует совсем другой вопрос. Мне нужно найти актера на главную роль в моем фильме. Это должен быть очень хороший актер, выдающийся и как личность. Может быть, известный. Хотя не знаю, я, наверное, не смогу заплатить популярному актеру. Давай, наконец, поговорим об этом. А о чем об этом? О том, что ты отказался от Ералаша ради своего комитаса. А тебе, между прочим, предлагали неплохие деньги, которые сейчас очень пригодились бы. Тань, всех денег не заработаешь. Да, но эти вполне можно было получить. Ну не могу же я разорваться, а? Я же тебе говорил, насколько для меня важна эта история. Это что-то настоящее. Понимаешь? Ладно. Давай пойдем внутрь. Там висит картина одного армянского художника Джота. Я непременно должен ее увидеть. Послушай, это что-то потрясающее. Я помню, что ты мне говорил о жене художника. Я готова ей быть, но Тань, ты моя муза. Ты вдохновила меня на всю эту историю. Без тебя ничего бы не было. Только дай мне время. Я скоро все закончу. Через 3 недели я вернусь, и меня обещали взять ассистентом. постой. О каких 3 неделях ты говоришь? Разве я не сказал? Извини, совсем забыл. Союз кинематографистов Армении приглашает вас в ознакомительную поездку с целью поиска мест для съемок художественного фильма «Комитас». Ну, правда. Меня пригласили в Армению. Я еду. И ты рад. Очень. Надеюсь, я дождусь.
киностудия «Литфильм» при правкоме литераторов просит все партийные и советские организации Армянской ССР оказывать возможную помощь при постановке художественного документального фильма «Комитас» в съемочной группе фильма. Режиссер-постановщик В.М. Олейников. С этой бумажкой я туда прилетел. И, как ни странно, она мне открывала все двери. Вроде бы, да? Я пришел сразу к министру культуры, предъявил эту бумажку, и меня поселили в шикарной гостинице. Доходило до смешного, потому что меня действительно принимали какие-то министры, какие-то серьезные партийные чиновники. Там, сидим, например, у министра культуры, разговариваем, пьем кофе, он говорит: ну, ты что хочешь? Скажи, что тебе сделать хорошего? Я все тебе сделаю. Что тебе надо? Я говорю: ну, я ничего такого особо не хочу, но вот я знаю, что вот капеллы имени Комитаса у вас существуют, но я посмотрел репертуар, почему-то они Комитаса не играют. Я хотел послушать, к сожалению, это не получилось. Подожди. И он тут же звонит. Главного дирижера капеллы Чикиджана, пожалуйста, да? Это министр говорит: слушай, у нас такой гость сегодня, да? Вы играете сегодня Комитаса? Почему не играете? Сыграйте для него Комитаса, он придет, да? Вот. После чего, значит, меня сажают в машину, везут в капеллу, там сажают в правительственную ложу. Капелла для меня, значит, поет, играет Комитас. Вот так меня принимали. И в какой-то момент, значит, эта благодать закончилась, и меня в одночасье выселили из гостиницы и сказали: езжай назад. Вот. Но уже было поздно. В каком смысле поздно? Потому что зато вот за эти там 7-8 дней я оброс кучей новых друзей, знакомых, которые очень заинтересовались этим моим замыслом. Я пришел к председателю Гостелерадио армянского и говорю: вы хотите, чтобы я уехал? Но, вы поймите, я приехал, чтобы снять здесь кино о Комитасе. Если вы мне откажете, то ваши актеры будут работать у меня бесплатно. Они очень хотят сниматься в этой картине. Он сказал: не туда приехал, никто тут бесплатно работать на тебя не будет. Езжай домой. И вот буквально через день в его приемной сидело 5 народных артистов армянских, которые все сказали, что они будут сниматься у меня бесплатно. Дни были заполнены бесконечными встречами, разговорами и работой над сценарием. Параллельно еще, конечно, шла борьба за то, чтобы все-таки официально запустить картину. А как, да? Я никто, ничто по-прежнему. Диплома нету кинематографического, прав нет снимать кино. Это же распространяется на всю страну. И я придумал следующий ход. Там был, естественно, местный дом кино ереванский. А я привез с собой свой фильм «Сад». Я говорю: ребят, хотите, я вам покажу свой фильм «Сад» премьеры? Конечно, да. Очень даже интересно. И они поставили себе, значит, в план фильм «Сад». Там. Это был еще старый дом кино ереванский. Он вмещал 350 мест там было. Значит, я посадил всяких девочек, которые вокруг меня крутились и помогали. И мы написали и разослали с их помощью 2000 личных приглашений на этот показ. То есть, когда, наконец, наступил показ, да, вот этот премьерный фильм «Сад», вы представляете, какой там был лом, да? Ну, то есть, там двери разносили. То есть, люди не могли попасть. Приехал из Москвы, привезли картину, все хотят посмотреть, а попасть невозможно. На следующее утро ко мне посыпались корреспонденты армянских газет. Один за другим. Все газеты у меня были. Они у меня лежат, все эти газеты. Вот.
И я всем рассказывал про то, потому что меня, естественно, расспрашивали, это были интервью и про фильм «Сад», и мои планы. Я говорю, вот я, значит, собираюсь сейчас снимать фильм «Комитат» здесь, в Армении. Тра-та-та. Тут вот так все совпало. Значит, я добился аудиенции у армянского католикоса, у Вазгена. Я поехал к нему в Эчмиадзин, и он меня принял. И не просто принял, а мы с ним 1,5 часа беседовали. Разговаривали мы по-французски. По-русски он почему-то то ли не хотел, то ли не умел говорить. Но французским владел безупречно. И вот мы с ним гуляли по дорожкам и беседовали на чисто французском языке. И я рассказывал ему все, что я думаю про этот фильм будущий. И ему, видимо, это очень понравилось. В это время вышли газеты, и вдруг вышла газета «Правда». А газета «Правда» – это центральная газета была советская, и все, что было написано в «Правде», это уже был документ, да? Потому это очень серьезно. А газета «Правда» просто перепечатала заметку из армянской газеты «Коммунист». А в армянской газете «Коммунист» ереванской было написано, что режиссер Олейников приступает к производству, к съемкам фильма по своему сценарию «Комитас», который будет сниматься, значит, в Армении, на армянской студии. И вот эта заметка перепечатана «Правдой». Маленькая заметка, но совершенно достаточно. Это документ. И в это время еще, значит, католикос звонит Демирчану. Вот так вот все совпало. И мне вдруг позвонили со студии, сказали, приезжай. И меня запускают в производство с картины «Комитас». Я когда попал на студию, там была такая большая доска объявлений внизу. И там было написано, там, директора картины такой-то, там Атзамяна отдать под суд. Директора картины такой-то, отдать под суд. Отдать под суд. То есть там, видимо, такое было дикое воровство, что, значит, бесконечно судили этих директоров. И я когда потом уже после запуска пошел в костюмерную, я увидел пустые совершенно, значит, костюмерные. Я увидел пустые полки реквизиторские. То есть все это растаскивалось, воровалось и так далее. Ну и всех под суд. И, короче говоря, выходит приказ по студии запустить в производство киносъемочную группу «Комитас». И дальше, я думаю, что это первый и последний приказ такого плана был на студии вообще в истории. И дальше написано, первое, режиссер Олейников ВМ, режиссер-постановщик, без выплаты ЗП. И чтобы как-то выглядеть хоть немного солидней, я, значит, отрастил усы.
в некотором смысле это великая история, но она грустная. Да. У него был свой мир другой, который, может быть, не понимал кто-нибудь другой. Был свой внутренний мир, который другие принимали как сумасшествие. Но не был сумасшествием для меня, мое мнение, я не знаю. Просто он закрылся внутри себя, но жил внутри, у него были другие ощущения, другое мировоззрение уже. Есть версии, да, что он натер мозоль об эти жесткие ботинки, которые ему выдавали в больнице, подцепил инфекцию, и это был причиной его ухода. Есть версии, где все гораздо страшнее. Нам не дано почувствовать то, что пережили они. Но все, что он там видел, все, что с его нацией делали, он через себя это провел. И этим он и писал музыку, этим он и сочинял ее. Я бы не сказал, что он сломался. Мне кажется, что это какое-то продолжение его личности. Это творчество преобразилось в чистую такую, можно сказать, религию или веру. Своей жизнью, своей трагической судьбой он сам стал своим творчеством. Он, может быть, ушел в какой-то во внутреннюю молитву и разговор с Богом. Может быть, он просил его, чтобы эти зверства больше не повторились. Я не знаю. Отказавшись от своих произведений, продолжать писать свои произведения, он как бы выражал протест, свой протест. А я считаю, что он должен был продолжать писать, чтобы это все дошло до нашего поколения, что происходило тогда. Он пережил геноцид, он видел это все, он видел Аракс полной крови. Он как-то перестал существовать. У него осталась только оболочка его тела. Он умер, мне кажется, вот по моему мнению, он умер гораздо раньше 1937 года. Он в 1937 году умер. Вот. Он гораздо раньше умер. Он умер вместе с геноцидом. Я так и не нашел актера. Мне кажется, это знак. Я решил сам сыграть Комитаса. Che baguka
И вот мы возвращаемся как-то со съемки, приезжаем на студию, и меня встречает мой ассистент Доник, который говорит: бегом в директорский зал, там просмотр. Какой просмотр? Смотрит наш материал. Зал небольшой и битком набитый всякими людьми, в основном начальственными. И действительно на экране идет мой материал. И я понимаю, что что-то происходит нехорошее. И я шепчу Донику, моему ассистенту и другу тогдашнему, я говорю: иди в аппаратную, забери материал, забери пленку. Он уходит, через минуту он возвращается, он говорит: там нет никакой пленки. Я говорю: как? А где весь? Он говорит: я не знаю, там ничего нет уже. И я понимаю, что дело плохо, что, видимо, все как-то уже заранее решено и заранее подготовлено. И заканчивается этот просмотр, зажигается свет, и начинается обсуждение. Обсуждение идет по-армянски. Буквально там через 10-15 минут встает, значит, директор Сергей Рустамян и говорит: ну что, товарищи, раз такое общее мнение, значит, то мы закрываем эту картину. Полный такой шок. Мы радостно приехали со съемки, и вдруг раз, все, спасибо, до свидания, все свободны. И я был, конечно же, безумно обижен. Ну, безумно обижен. Просто я воспринял вот все, что произошло, как абсолютное вот личное оскорбление. Да? Потому что, по сути дела, я действительно работал без денег, бесплатно, работал с утра до ночи. И единственное, ради чего я это делал, ради того, чтобы воплотить этот весь замысел в жизнь, да, и, по сути дела, воспеть своим вот таким своеобразным образом этого великого композитора, да, и рассказать миру его историю. Оставаться там я больше не хотел. Ни одного дня. Мне вообще не хотел. Просто вот даже мысль о том, что я там задержусь еще на пару дней, меня корежила. Я хотел как можно скорее оттуда уехать. Но я не хотел уезжать с пустыми руками. И на следующий день, утром, я приехал на студию, пришел к директору Сергею Рустамяну. Он был настроен благодушно, потому что эта головная боль под названием Владимир Олейников и его фильм «Комитас» уже была снята. Я говорю: у меня просьба, я уеду, действительно, уезжаю. Я могу перед отъездом вот последний раз хотя бы посмотреть на свой материал. Ну, то, что вот мы сняли, хоть я бы хотя бы в душе этого несу с собой. Так посмотрим. Хорошо. И дальше происходит следующее. Материал весь спрятан, как выясняется, в сейфную. Мы спускаемся с этим замдиректора туда. Он открывает ключами эту комнату, потом открывает один из этих ящиков. И
Я начинаю вытаскивать оттуда коробки с пленкой. Меня догоняет этот замдиректор, и мы уже с ним вместе приходим в монтажную. Значит, вот он открывает, там какая-то лежит магнитная пленка. Она открывает следующую коробку, там магнитная пленка. Я говорю, а где мое кино? Открываем следующую коробку, опять какая-то магнитная пленка старая. Он говорит, что такое, а где фильм? И я говорю, и я хочу понять, где фильм. Короче говоря, начинается, значит, дикая паника. Все понимают, что что-то произошло, что никто, естественно, понять не может. Короче, меня тащит обратно к директору, который тоже не знает, как это, потому что там все рассказывает, что вот он запер, все, мы пришли. Уже от его благодушия не осталось и следа, он сидит весь красный, потому что это событие. И говорит, жди там. И я выхожу, жду в приемной. И понимаю, что сейчас приедет милиция, и действительно из меня будут душу вытрясать. И с тем, чтобы разобраться, значит, куда я дел кино. И я смотрю в окно, а окно находится на 2-м этаже студии. И я думаю, вот сейчас приедет милиция, меня потащат в милицию. А что, собственно, я жду? Все, что я мог, я уже забрал. Чего мне тут ждать, эту милицию? Зачем? Я посмотрел в окно, но не так что-то высоко, 2-й этаж. И открыл это окно и туда вниз. Ну, немножко отбил ногу, но ничего страшного, когда прыгал. Ну вот, дальше перебежал через двор, перелез через забор. И все, и больше меня на этой студии не было. И вечером приезжает мой Доник. Он говорит, ты не представляешь, что творится. Он говорит, ты не представляешь, какой, значит, хайп поднялся, какой скандал. Вот тебя ищут везде. Тебя ищут везде, объявлен розыск, значит, дежурят и на вокзалах, и на вокзале, и в аэропорту. Тебе вообще нельзя высовываться. Ты должен здесь отсидеться там, пару недель вот в этой комнате, просто не высовывайся даже на улицу. Я говорю, ноги моей здесь не будет, я завтра улетаю отсюда. Он говорит, нет, ты не понимаешь, тебя тут же арестуют, как только тебя увидят. Ты не можешь никуда высунуться. Я говорю, не, я здесь не останусь. Я сбрил усы.
Дорогая, вынужден срочно улететь. В Армению уже никогда не вернусь. Я взял твое платье, помаду и паспорт. Прости. В аэропорту действительно дежурила милиция, действительно, но как-то вот проскочила. Я прошел внутрь. Сумка с пленкой уже была передана пилотам, с которыми мы нашли там общих друзей. И вся сумка с пленкой уже была на борту. Значит, и вот я сел в самолет взлетел. Когда он взлетел, там я решил, что можно с этим маскарадом заканчивать. Встал, пошел, значит, в туалет, все это смыл с себя, весь румянец, помаду, убрал эту грудь, наконец. Вот как-то вернулся к своему облику, вернулся обратно, сел. Человек, который сидел рядом, ему поплохело просто. Вот он меня посмотрел, ему просто вот стало нехорошо физически, да. И потом я смотрю, что минут через 10 он так тихо встал, якобы в туалет, а на самом деле пошел не в туалет, а побежал туда к пилотам, значит, докладывать, что вот случилось. Но поскольку все были в курсе, то как-то это обошлось. Я вернулся в Ленинград, где из украденной мною пленки мне удалось монтировать какие-то сцены. Очень немного, к сожалению. Но то, что увез, то увез. Все остальное было не просто, значит, пропало, а было, как мне потом рассказали, просто уничтожено, смыто. Больше ничего не существовало. То есть постарались уничтожить все следы от этого фильма. No
Я ему позвонил на следующий день. Я говорю, я написал. Он говорит, что уже? Я говорю, да. Он говорит, ну, приезжай. Я приехал. Он говорит, ну, давай, читай. И я говорю, все? Что? Он говорит, что все? Я говорю, все сюжеты, которые я написал. Он говорит, а сколько ты написал? Я посчитал. Я говорю, 38. Он говорит, это вот со вчерашнего дня? Я говорю, ну да. Он говорит, ну хорошо, давай, читай. И, значит, я начал читать эти свои короткие сюжеты. И он хохотал. И он меня так периодически... Он говорит, хорошо, это мы берем, это мы берем, это мы берем, это мы берем, это мы берем. Я говорю, стоп, секунду. Я говорю, Александр Григорьевич, я вам вот отдаю все это, вот всю тетрадку, которую я исписал за эти сутки. Я вам всю ее отдам с одним условием. Дайте мне хотя бы один сюжет снять самому. Он говорит, а ты что, кинорежиссер? Я говорю, конечно. Он говорит, а ты что заканчивал? Я говорю, ну, я заканчивал театральный институт. Он говорит, ну, какой же ты кинорежиссер? Я говорю, правильно, но у меня есть фильмы. Он говорит, какие фильмы? Я говорю, художественные. Он говорит, это как это? Я говорю, ну, так. Он говорит, ну, хорошо. Поворачивается, там при нем сидел Боря Грачевский, администратор журнала. Он говорит, Боря, ну-ка закажи-ка на завтра. Можешь завтра привезти свои фильмы? Могу. Он говорит, ну давай. И я приезжаю к нему на следующий день, привожу эти ялфы и показываю ему фильм «Сад» и смонтированные куски Комитаса, сцены. Вот, Хмелев смотрит и говорит, так... Сложно ты снимать умеешь.
Ну, посмотрим, можешь ли ты снимать просто. Жди меня здесь. И уходит. Я жду. Через полчаса он возвращается и говорит, ну, в общем, так. Я договорился с директором студии, иди в отдел кадров, пиши заявление, с завтрашнего дня ты у нас работаешь. И с завтрашнего дня я начал работать в журнале «Ералаш» и был запущен в производство ИО режиссера-постановщика, значит, Олейников В.М. Я снял первый свой сюжет, но поскольку у меня был все-таки уже к этому времени огромный опыт самостоятельной работы, и я не привык к тому, что кто-то мне что-то помогает. Я привык все делать сам. А тут вдруг целая группа съемочная, все, значит, просто рай какой-то. Да, каждый что-то делает. То я вместо одного сюжета, на который там выделялось 4 дня, я снял 3 сюжета. И таким образом сразу сделал такой авторский номер, поскольку я был еще и автор всех историй. Я проработал в «Ералаше» несколько лет. Снял там за это время около 3 десятков своих сюжетов. И там у меня в этих «Ералашах» впервые родились мои впоследствии знаменитые персонажи Петров и Васечкин. Огромный зал, 2000 народу в зале, да, и все равно такой был ажиотаж, что пришлось сделать 2-й сеанс, чего никогда у них не было раньше. И стали выходить одна за другой какие-то статьи и прочее, прочее. Мне звонит мой приятель, говорит, включай немедленно радио. Я включаю радио, и там говорят, вот, значит, вчера было большое событие на Лос-Анджелесском фестивале фильма «Бендюжник и король», и значит, мы никогда этого не делали, ни для какой другой картины, но сейчас хотим это сказать вам. Фильм будет показываться еще раз, и идите смотрите его, потому что это великий фильм, это молодой режиссер гений. Так я впервые о себе услышал. Вот, первый и последний раз. Такой был ажиотаж вокруг картины, что я получил целый ряд предложений от разных продюсеров. Подписал свой первый в жизни контракт американский и уехал. Фильмы мои, которые я там делал, они не стали хитами. А мне хотелось снимать, мне хотелось работать. Моя бы жизнь могла бы, наверное, сложиться совсем иначе, если бы я не настоял на своем сценарии. Я думаю, что если бы мне удалось сделать «Комитаса», довести до конца эту картину, может быть, и была бы лучшая картина. Жалею ли я об этом? Нет, я ни о чем не жалею. Я никогда не жалею о том, что я делаю. Даже когда я делаю что-то ошибочное. Некая внутренняя гармония с миром, она во мне присутствует. Я ее как бы всю жизнь ощущаю. И могу себе представить, что бы произошло, если бы вот она всерьез начала разрушаться. И в этом смысле для меня эта история очень близка.
боги, дурабаться, Вот не раз